Добрый вечер, друзья мои. Сегодняшний вечер мы посвятим очень важной теме. Вот знаете, когда живешь в мирном городе, неважно, это Киев или Житомир или Полтава, или это Чернигов, или это Днепропетровск, все равно ты не можешь почувствовать до объемов горя, кошмара и ужаса, которые есть сегодня в тех районах, которые называются оккупированными, и в приграничных, в прифронтовых районах. И всегда хочется получить полную информацию, потому что уж как на меня пусть не обижаются специалисты, эксперты и мои коллеги из СМИ, все-таки есть ощущение, что мы не имеем полной информации того, что происходит по обе стороны фронта. И сегодня у нас в гостях народный депутат Украины, человек, который об этом знает все, не знаю, скажет ли он нам все это, но сегодня у нас в гостях Дмитрий Тимчук. Народный депутат Украины, украинский военный и политический журналист, координатор группы «Информационное сопротивление», подполковник запаса. Окончил факультет военной журналистики Львовского высшего военно-политического училища. В 2000-2012 находился на работе в различных структурных подразделениях Министерства обороны Украины. В ходе служебных командировок посетил украинские контингенты миротворческих сил ООН в Ираке, Ливане и Косово. С 2008 года главный редактор интернет-проекта «Флот-2017» и руководитель общественной организации «Центр военно-политических исследований». Дмитрий Тимчук в программе Натальи Влащенко «Люди. Хардток». Хорошо. Вот, ну, дело такое, как Мукачево и Торнадо, например, да? Ну, казалось бы, обыкновенные уголовные дела. Там, в Мукачево там, бандиты, пусть они даже носили нашивки правого сектора, устроили дебош, они занимались тем, что они на аутсорсинге были там, у местных начальников СБУ, у местных начальников милиции, крышевали там какие-то эти контрабандные бизнеса, они были просто пехотой, и они там устроили разборки и стрельбу, банальные бандитские разборки. Почему, казалось бы, не довести до конца суд и не показать обществу, что вот эти пошли там на 3 года, в камеры закрыты, начальник местной милиции, который принимал в этом участие, закрыт на 1,5 года, хотя бы на 1,5. Вот. А начальник СБУ местный закрыт на столько-то, да? Почему этого не сделали, как вы считаете? У нас, как видите, опять-таки, так называемая пресловутая политическая целесообразность, я считаю. У нас страна половинчатых решений. Какая политическая целесообразность, если речь идет о бандитах тривиальных? Ну, вы же понимаете тот статус, который, допустим, те же добровольческие батальоны, неважно, кто называется или называет себя, или там даже по факту являются таковыми, насколько отношение к ним в обществе. Тут о чем и речь. Понимаете, что нужно понимать, что как вообще создавались эти добровольские батальоны. Я когда узнал статистику, какое количество, средний показатель ранее судимых в этих подразделениях, я был шокирован. Сколько? 30%? Ну да. Так вот, когда я задал... Видите, есть даже вещи, которые я уже готова. А почему, вот скажите мне, Дмитрий, а почему так боитесь говорить? Ведь вы же все знаете, вы один из самых информированных людей в стране. Вот почему вы не называете это все? Вы же политик. Подождите. Во-первых, я привык политик. Я в том-то и дело. Все-таки я гораздо дольше был журналистом и военным, а потом уже политиком. Для того, чтобы выдвигать какие-то обвинения, необходимо иметь на руках бумаги. Так это же статистика. По ранее осужденным, как принято на сленге говорить, а вообще осужденным на русском, да, есть же конкретная реальная статистика, что там действительно около 30% в этих добробатах людей, которые нашли там пристанище. Потому что теперь они могут законно заниматься тем, чем они раньше занимались якобы незаконно. Понимаете? Вернее, наоборот, якобы законно. Но у вас есть эта статистика, у меня ее нету. Я информацию... Я думаю, у военной прокуратуры эта статистика есть. Потому что, например, тот же военный прокурор Матиос говорил нам, называл эти цифры по отношению к батальону «Торнадо», что там очень много ранее осужденных. Ну, так мы немножко отошли от темы. Как бы там ни было. Нужно понимать, что какая была ситуация, и когда действительно, опять-таки, возвращаясь к вопросу деморализации вооруженных сил, там, других вооруженных формирований, даже внутренних войск, ну, потом Национальной гвардии, нужно понимать, что для чего эти добровольские формирования создавались? А потому что некому больше не было воевать. То есть готовы были давать, когда пошла еще так полулегализация, то есть добро из Киева на формирование добровольских батальонов, стояла только одна задача. Всех, кто готов брать в руки и идти на фронт с оружием в руках,
пускай идет, потому что если армия не стреляет, кто-то должен стрелять, чтобы остановить эту агрессию. И тут мы как раз переходим уже, скажем так, к морально-этическим каким-то срезам. То есть абсолютно правильно было то, что фактически был создан миф, в хорошем смысле слова, миф вокруг добровольских этих формирований. Но в то же время было понятно, что миф этот долго не продержится, потому что рано или поздно будет понятна сущность. Люди, которые сегодня выполняют святую задачу, все-таки какая-то часть из них начнет выполнять то, что ближе, использовать оружие для других целей. У нас остается мало времени.